Всем привет! Скоро Новый год, и в этом видео я покажу свой вариант приготовления меню на праздничный стол. Будем готовить шоколадный торт, закуску грибочки, рыбный рулет, красивые бутерброды с красной рыбой и мясную закуску. Сделаем 3 салата. Салат с креветками, салат со свеклой и апельсинами и волшебный салат с блинчиками. А на горячее приготовим мясные мешочки с начинкой в духовке. Сначала приготовим блюда, которые дольше всего готовятся, и их можно приготовить за день до праздника. Первой приготовим мясную закуску. Она очень вкусная, красивая и отлично смотрится на праздничном столе. Такая закуска прекрасно заменит покупную колбасу. Берем 2 голени индейки, желательно большие. Аккуратно стягиваем шкуру, стараемся ее не повредить. Срезаем все мясо с кости. Точно так же поступаем и со второй голенью. Перерубаем кости индейки максимально близко к суставу, но так, чтобы не повредить кожу. Оболочка для мясной закуски готова. С мяса вырезаем все сухожилия и пленки. Делается это не быстро, так что нужно немного запастись терпением. Подготовленное мясо индейки нарезаем небольшими кусочками. Все мясо перекладываем в миску. Солим по вкусу. Перчим черным молотым перцем. Насыпаем 1 чайную ложку сушеного чеснока, 1 столовую ложку приправы для курицы или для мяса без соли и добавляем примерно 50 мл воды. Все хорошо перемешиваем. Примерно 50 грамм черных оливок нарезаем небольшими кусочками. 30 грамм вяленых томатов тоже нарезаем кусочками. В миску к мясу добавляем нарезанные томаты и оливки. Сюда же добавляем 1 столовую ложку горчицы зернами. Все перемешиваем. Приготовленным мясом начиняем шкурки от голеней. Сверху все зашиваем хлопчатобумажными нитками. Каждую голень отдельно кладем в рукав для запекания. По бокам рукав завязываем. Все кладем на противень от духовки. Ставим в духовку, разогретую до 200 градусов, запекаем примерно 15-20 минут. А затем уменьшаем температуру до 150 градусов и запекаем еще примерно 1 час. Голени запеклись, вынимаем их из духовки. Пока они горячие, сверху на них кладем гнет. Я положила тяжелую разделочную доску. В таком виде оставляем их остывать. Когда мясо остынет, ставим его в холодильник. Мясо остыло и настоялось. Вынимаем его из рукавов и убираем нитки. Нарезаем порционными кусками. Закуску красиво выкладываем на блюдо и подаем на стол. Мясная закуска получилась очень красивой и вкусной. Мясо прекрасно сочетается с оливками и вялеными томатами, которые придают ему особенный вкус. Обязательно приготовьте такую мясную закуску, это очень вкусно. Вторым приготовим красивый и очень эффектный шоколадный торт. Это прекрасное сочетание бисквита и нежного мусса. Начнем с приготовления бисквита. 5 яиц разделяем на желток и белок. Белки выливаем в чистую сухую миску.
Белки немного солим. Начинаем взбивать миксером и постепенно насыпаем 150 грамм сахара. Белки с сахаром взбиваем до крепкой устойчивой пены. В уже взбитые белки добавляем желтки по одному. Взбиваем еще около минуты до однородности. Во взбитые яйца наливаем 50 мл воды или молока и опять все хорошо перемешиваем. В сито насыпаем примерно 150 грамм муки, 30 грамм какао и пол чайной ложки разрыхлителя. Все просеиваем во взбитые яйца в 3 подхода. Каждый раз массу аккуратно перемешиваем лопаткой. Муки может понадобиться чуть меньше или больше, ориентируйтесь по густоте теста. Готовое тесто перекладываем на противень от духовки, застеленный пергаментной бумагой. Распределяем его по всей поверхности. Все ставим в духовку, разогретую до 180 градусов. Запекаем примерно 12 минут. Готовый бисквит достаем из духовки и даем ему полностью остыть. По желанию из бисквита снимаем верхнюю корочку. Берем форму для торта и вырезаем один круг из бисквита по внутреннему диаметру формы. У меня диаметр формы 20 см. В форму для выпечки ставим ацетатную пленку. На дно кладем приготовленный бисквит. Берем 1 столовую ложку сгущенного молока и разводим его примерно 3 столовыми ложками воды. Все перемешиваем. Приготовленной смесью пропитываем бисквит. Весь оставшийся бисквит ломаем на более мелкие части и кладем в измельчитель. Все измельчаем в крошку. Так как измельчитель у меня небольшой, я это делала в 3 подхода. В подготовленную бисквитную крошку кладем 100 грамм мягкого сливочного масла и наливаем примерно 3-5 столовых ложек сгущенного молока. Все перемешиваем. Крошка должна хорошо лепиться и не распадаться. Если рассыпается, то нужно добавить еще немного сгущенного молока. Шоколадную массу разделяем на 18 одинаковых частей. Лепим круглые шарики и кладем на тарелку. Готовые шарики ставим в холодильник на 10 минут. Шарики немного застыли. 6 шариков разрезаем пополам. Опять все ставим в холодильник. В мисочку насыпаем 15 грамм желатина и наливаем 60 мл воды комнатной температуры. Все перемешиваем и оставляем набухать желатин на 10-15 минут. Пока набухает желатин, в мисочку ломаем 170 грамм черного шоколада. Наливаем примерно 100 мл сливок от общего количества сливок, которые нам понадобятся для приготовления мусса. Шоколад топим на водяной бане. Обязательно перемешиваем, чтобы шоколад не перегрелся. В конце, когда весь шоколад практически растопился, снимаем его с водяной бани и домешиваем лопаткой до полного растворения. В миску наливаем сливки жирностью 33%. Начинаем взбивать на низкой скорости миксера, а затем постепенно увеличиваем до максимальной. Всего для крема понадобится 500 мл сливок. 100 мл сливок мы уже вылили в шоколад, а остальные 400 мл взбиваем. Когда сливки немного загустеют, постепенно насыпаем к ним 100 грамм сахара. Как только сливки загустели, сразу же прекращаем их взбивать. Во взбитые сливки в 2-3 подхода добавляем растопленный шоколад. После каждого раза недолго взбиваем миксером.
Желатин уже набух. Растапливаем его в микроволновке по 10-15 секунд несколько подходов. После каждого раза перемешиваем. Разогреваем желатин примерно до 60 градусов. Желатин должен быть обязательно хорошо разогрет, чтобы он не сразу начал загустевать в холодном креме. Разогретый желатин постепенно вливаем в приготовленный крем и взбиваем миксером. Сразу же складываем торт. На уже подготовленный бисквит наливаем примерно половину крема. Равномерно его распределяем по дну. По бокам приклеиваем половинки шариков срезом к стенке. Шарики стараемся очень хорошо прижимать к пленке. В середину торта кладем еще 7 шариков. 5 шариков оставляем для украшения торта. Все заливаем оставшимся шоколадным муссом. Равномерно его распределяем по торту. Торт накрываем пищевой пленкой и ставим в холодильник застывать минимум на 4 часа. Я поставила на ночь. Торт застыл, снимаем форму и ацетатную пленку. Если мусс потек между шоколадным шариком и пленкой, то его можно аккуратно убрать ножом. Торт переставляем на блюдо. Сверху торт украшаем оставленными шариками. Также я украсила торт листиками мяты и ягодами голубики. Голубику я предварительно разморозила. Торт готов, можно подавать на стол. Торт получился красивым и необычным, он отлично подходит для праздничного стола. Нежный шоколадный мусс прекрасно сочетается с шоколадным бисквитом и пирожным картошкой. Приготовьте такой торт и порадуйте своих близких. Третьим приготовим рулет из рыбы. Он необычный и очень красивый. Такой рулет сразу притягивает взгляд на столе. Берем рыбу и нарезаем ее большими кусками. Предварительно рыбу чистим от внутренности и моем. Брать нужно рыбу, в которой мало костей. Я использую минтай, но также можно взять и хек. Кипящую воду солим примерно половиной столовой ложки соли. В эту воду кладем подготовленную рыбу. Сюда же добавляем 1 лавровый лист и примерно 5 горошин черного перца. После закипания воды варим рыбу примерно 15 минут. Готовую рыбу достаем из воды и оставляем остывать. Пока остывает рыба, в мисочку насыпаем 10 грамм желатина и наливаем 60 мл воды. Все перемешиваем и оставляем набухать желатин минимум на 10 минут. Одну банку зеленых оливок без косточек разрезаем пополам. У меня банка оливок весом 280 грамм. Уже остывшую рыбу чистим от косточек, плавников и кожи. Подготовленную рыбу кладем в измельчитель. Добавляем 1-2 столовых ложки майонеза. Все измельчаем в однородную массу. Периодически рыбу в чаше перемешиваем ложкой, чтобы она более равномерно измельчилась. Так как чаша у меня небольшая, я это делала в 3 подхода. Готовую рыбную массу обязательно пробуем на соль и при необходимости подсаливаем по вкусу. Набухший желатин растапливаем в микроволновке в несколько подходов, каждый раз перемешивая. Желатин разогреваем примерно до 60 градусов. Растопленный желатин частями наливаем в рыбную массу и очень хорошо перемешиваем.
Приготовленную массу делим на две примерно одинаковые части. Одну из частей перекладываем в отдельную миску. Добавляем нарезанные оливки. Все перемешиваем. Во вторую часть рыбной массы насыпаем 1 чайную ложку с горкой красной молотой паприки и 1 чайную ложку куркумы. Все перемешиваем до однородности. Приправы придадут массе приятный желтый цвет. На силиконовый коврик кладем 2 листа нори внахлёст друг на друга. На нори с одной стороны выкладываем рыбную массу с оливками. Равномерно ее распределяем по одному краю листов нори. Все аккуратно сворачиваем в рулет. Очень помогает сворачивать силиконовый коврик. Также вместо коврика можно использовать циновку для суши. Получился вот такой рулет, пока откладываем его в сторону. На силиконовый коврик кладем пищевую пленку и на нее выкладываем вторую рыбную массу с приправами. Равномерно ее распределяем, формируя прямоугольник. Ширина прямоугольника должна быть примерно такая же, как и ширина уже приготовленного рулета, а длины должно хватить, чтобы обернуть весь рулет. На рыбный слой кладем рулет в нори. Аккуратно заворачиваем его в рыбную массу. Руками выравниваем рулет, чтобы он был максимально круглый и ровный. Концы рулета прижимаем, чтобы не оставалось пустот, а пленку закручиваем. Рулет кладем в холодильник застывать минимум на 4 часа. Я поставила на ночь. Готовый рулет вынимаем из пленки. Нарезаем порционными кусками. Нарезанный рулет красиво выкладываем на блюдо и подаем на стол. Рыбный рулет получился очень красивым и необычным. Он прекрасно подойдет на любой праздничный стол. Четвертым приготовим оригинальный салат с креветками. Этот рецепт не только прост в исполнении, но и требует всего несколько доступных ингредиентов. На большое блюдо выкладываем листья салата. Я взяла блюдо размером 38 на 24 см. Сверху на зелень кладем нарезанные консервированные ананасы. Распределяем их по дну. Понадобится 1 банка. У меня уже нарезанные ананасы кусочками, но также можно купить ананасы кольцами и нарезать их на небольшие кубики. На ананасы наносим сеточку из майонеза. Яйца нарезаем кубиками. Для салата понадобится 5 вареных яиц. Нарезанные яйца выкладываем на ананасы. Равномерно их распределяем. На яйца тоже наносим сеточку из майонеза. – 100 грамм сыра трем на мелкой терке. Сыром посыпаем салат сверху. Теперь подготовим креветки. Нарезаем пластинками 1 большой зубчик чеснока. На сковороду наливаем немного растительного масла и кладем кусочек сливочного масла. Кладем пластинки чеснока. Затем сюда же к чесноку добавляем уже очищенные креветки. Обжариваем креветки на большом огне. Периодически их перемешиваем. Для салата я взяла пачку замороженных креветок в панцире весом 900 грамм. Креветки разморозила и очистила. Когда креветки немного подрумянились, сразу же снимаем их со сковороды. Даем им немного остыть. Креветки равномерно раскладываем сверху по салату. Пластинки чеснока выкладывать на салат не нужно.
Сверху все немного поливаем лимонным соком. Мелко нарезаем ножом небольшой пучок укропа. Укропом посыпаем салат сверху. Салат готов, можно подавать на стол. Салат с креветками получился очень вкусным и необычным. В нем прекрасно сочетаются все ингредиенты. Если вы любите сладко-соленые сочетания, то этот салат вам точно понравится. Такой салат отлично подходит на любой праздничный стол. Следующий приготовим закуску с красной рыбой. Это красивая, яркая и очень вкусная закуска, которая украсит любой праздничный стол. Из хлеба вырезаем кружочки с помощью формочки для печенья или формочки для салатов и гарниров. Я использую бородинский и белый хлеб. По желанию из оставшихся обрезков хлеба можно приготовить сухарики в духовке. Сверху на кружочки хлеба наносим сливочный сыр через насадку, чтобы было красивее. Для 19 бутербродов мне понадобилось 350 грамм сливочного сыра. Также можно использовать творожный сыр или сыр крем-чиз. Все кружочки хлеба выкладываем на большое круглое блюдо. Я в центр кладу закуску на темном хлебе. Второй круг делаю из белого хлеба. И последний большой круг выкладываю из бутербродов на темном хлебе. Примерно 150 грамм соленой красной рыбы нарезаем кусочками. Сверху по центру каждого бутерброда выкладываем нарезанную красную рыбу. Закуску украшаем маленькой веточкой укропа. Пять-шесть черных оливок нарезаем кружочками. Сверху на рыбу выкладываем по колечку оливки. Все бутерброды немного перчим черным молотым перцем. Закуска с красной рыбой готова. Закуска получилась красивой и необычной. Готовится она несложно и достаточно быстро. Шестым приготовим салат со свеклой, фетой и апельсином. Удачное сочетание продуктов делает его необычайно вкусным и красивым. Приготовление максимально простое и быстрое. Сначала подготовим ингредиенты. Запеченную свеклу нарезаем пластинками, а затем небольшими кубиками. Вместо запеченной свеклы можно взять отварную, но лучше взять запеченную, так как она менее водянистая. Нарезанную свеклу перекладываем в тарелку или миску. Поливаем ее 1 столовой ложкой растительного масла. Все перемешиваем. Это делается для того, чтобы свекла меньше окрашивала другие ингредиенты. С одного апельсина срезаем шкурку до мякоти. Аккуратно вырезаем ножом дольки без пленок. Мякоть апельсина нарезаем кусочками. Если есть косточки, то их нужно убрать. 200 грамм сыра фета нарезаем небольшими кубиками. Складываем салат. На блюдо выкладываем микс салатной зелени. Мне понадобилось 60 грамм. Если попадаются большие листья, то их желательно порвать на более мелкие части или разрезать ножом. Салат распределяем по всему блюду. Диаметр моего блюда 28 сантиметров. На зелень выкладываем подготовленные кусочки свеклы. Равномерно их распределяем по салату.
Сверху выкладываем подготовленные кусочки апельсина. Их тоже равномерно распределяем по салату. Дальше кладем кусочки нарезанного сыра фета. Готовим заправку для салата. В мисочку насыпаем немного соли. Наливаем 2 столовых ложки растительного масла и 1 столовую ложку яблочного уксуса. Все хорошо перемешиваем до растворения соли. Яблочный уксус можно заменить лимонным соком или столовым 9% уксусом. Его понадобится пол столовой ложки. Приготовленным соусом равномерно с помощью ложки поливаем салат сверху. Все посыпаем очищенными семечками. Салат готов, можно подавать на стол. Салат со свеклой, апельсином и фетой получился красивым и праздничным. Неповторимый вкус салату придает апельсин, легкость придает зелень, а фета добавляет приятный соленый вкус. Обязательно приготовьте такой салат, это очень вкусно. Следующий приготовим закуску грибочки. Это оригинальное и эффектное блюдо, которое украсит любой праздничный стол. Готовится легко, а вкус непременно порадует всех гостей. Сначала приготовим салат-основу для поляны с грибами. 2 соленых огурца нарезаем небольшими кубиками. Маринованные грибы нарезаем небольшими кусочками. Понадобится 1 банка консервированных шампиньонов весом 280 грамм. Три вареных яйца нарезаем кубиками. Половину луковицы тоже нарезаем мелкими кубиками. В миску насыпаем грибы, нарезанные яйца, огурцы и лук. Все немного солим и перчим черным молотым перцем. Заправляем майонезом и все перемешиваем. Приготовленный салат выкладываем на блюдо и равномерно его распределяем по дну. Готовим грибочки. В заварник насыпаем 2 столовые ложки черного чая и заливаем кипятком. Оставляем завариваться чай примерно на 15 минут. У вареных яиц отрезаем примерно 1/3 часть. Отрезаем более тупой конец яйца, он больше похож на грибную шляпку. Так как у меня будет 10 грибочков, я разрезала 10 яиц. Со всех половинок яиц вынимаем желтки в отдельную миску. В сотейник наливаем уже заваренный чай без заварки. Сюда же кладем все будущие шляпки грибов. Ставим на огонь. После закипания воды варим яйца на маленьком огне примерно 10 минут. После того, как сотейник сняла с плиты, я оставила яйца еще на 5 минут настояться в заварке. Вынимаем яйца на бумажное полотенце. Подготовленные желтки разминаем вилкой. Солим по вкусу. И перчим черным молотым перцем. Добавляем 2 чайных ложки горчицы зернами. Также можно добавить обычную горчицу. Начинку заправляем майонезом и перемешиваем. Приготовленной начинкой заполняем оставшиеся половинки яиц. Это будут ножки грибов. Начиненные яйца выставляем на импровизированную поляну из салата.
Измельчаем ножом пучок укропа. Нарезанным укропом посыпаем поляну между грибами. Поляну украшаем листиками петрушки. Также для украшения я использовала замороженный горошек. 1 помидор черри нарезаем небольшими кусочками. Кусочки помидора раскладываем по импровизированной поляне с грибами. Для украшения поляны можно использовать и другие овощи или зелень, например, зеленый лук и кукурузу. Начиняем шляпки грибов той же начинкой, что и грибные ножки. Начинки кладем не сильно много, чтобы шляпка легко наделась на ножку гриба. Так ставим все шляпки на грибы. Закуска готова, можно подавать на стол. Закуска грибочки получилась очень красивой и оригинальной. Она прекрасно подходит для любого праздничного стола. Готовится просто из самых обычных продуктов. Следующей приготовим рыбную тарелку. Готовится она очень просто и на столе выглядит красиво. Берем копченую скумбрию и делаем надрез по всему хребту. Аккуратно руками отделяем мякоть от костей. Я купила рыбу уже без головы и внутренностей. Точно так же отделяем вторую часть филе от хребта и костей. Те кости, которые остались, вынимаем. Срезаем плавники. Филе скумбрии нарезаем порционными кусочками. Шкуру я не снимала, чтобы рыба красивее смотрелась на тарелке, но по желанию ее можно снять. Подготовленную скумбрию выкладываем на круглое блюдо с одной стороны. Сначала кладем одну половинку рыбы и рядом с ней выкладываем вторую часть. Соленую скумбрию также нарезаем порционными кусочками. Я ее предварительно очистила от костей точно таким же методом, как показала на копченой скумбрии. Кусочки соленой скумбрии выкладываем на другую половину блюда. В середину блюда сверху на скумбрию с одной стороны выкладываем листья салата. Филе красной соленой рыбы нарезаем полосками. Понадобится примерно 150-200 грамм красной рыбы. Каждый кусочек складываем гармошкой и выкладываем на блюдо между скумбриями. В центр насыпаем одну банку черных оливок без косточек. Сюда же насыпаем еще одну банку зеленых оливок без косточек. Лимон разрезаем пополам. Примерно четвертую часть лимона нарезаем тонкими пластинками. Пластинки лимона складываем пополам и вставляем по бокам блюда. Рыбная тарелка готова, можно подавать на стол. Рыбная тарелка получилась очень красивой, готовится она просто и быстро. Такую тарелку можно приготовить заранее, накрыть пищевой пленкой и хранить в холодильнике до прихода гостей. 9. Приготовим салат волшебный. Он очень вкусный, ингредиенты все доступные и их немного. Готовится такой салат просто и достаточно быстро. Он подойдет как на праздничный стол, так и на каждый день. Сначала для салата подготовим мясо. Берем 300 грамм куриного филе, моем и обсушиваем бумажными полотенцами. Мясо солим со всех сторон и посыпаем приправой карри.
Все хорошо растираем по мясу руками. Подготовленное филе кладем на разогретую сковороду с растительным маслом. Обжариваем на большом огне до красивой румяной корочки примерно 2 минуты. Сначала с одной стороны, а затем с другой. Когда мясо поджарилось с двух сторон, наливаем в сковороду полстакана кипятка и накрываем ее крышкой. Огонь уменьшаем до минимума и тушим филе под крышкой примерно 15-20 минут. Филе уже готово. Вынимаем его из сковороды и даем немного остыть. Остывшее куриное филе нарезаем сначала вдоль на пластинки, а затем нарезаем небольшими брусочками. 3 яйца разбиваем в миску. Немного солим и перчим черным молотым перцем. Все перемешиваем до однородности. Хорошо разогретую сковороду смазываем сливочным маслом. Выливаем третью часть яичной смеси и жарим сначала с одной стороны, а затем переворачиваем на другую сторону. На другой стороне готовим буквально несколько секунд и снимаем с огня. Из этой массы жарим 3 таких яичных блина. Пока блины еще теплые, сворачиваем их трубочкой и оставляем их до полного остывания. После остывания трубочки из яичных блинов нарезаем колечками. Стараемся, чтобы колечки не разваливались. 250 грамм огурцов нарезаем сначала кружочками, а затем кружочки режем брусочками. Нарезаем небольшой пучок зеленого лука. Майонез для удобства перекладываем в кулинарный мешок. Складываем салат. На дно большой круглой тарелки выкладываем микс из салатов. Я использую одну пачку салата весом 180 грамм. Диаметр моей тарелки 28 сантиметров. На салат наносим сеточку из майонеза. Сверху выкладываем нарезанную куриную грудку. Наносим сеточку из майонеза. Следующим слоем на тарелку выкладываем огурец, нарезанный брусочками. Опять наносим майонез. Сверху аккуратно раскладываем яичные рулетики. Все украшаем зеленым луком. Сверху посыпаем кунжутными семечками. Кунжутные семечки можно заменить измельченными орехами. Салат готов, можно подавать на стол. Салат волшебный получился очень вкусным и красивым. Яркий вид салату придают салатные листья и яичные рулетики. Сочность придает свежий огурец, а сытность мяса. Приготовьте такой несложный салат, я думаю, он вам тоже понравится. На горячее приготовим мясную закуску с секретом. Такое блюдо получается красивым, необычным, и его смело можно приготовить на праздничный стол. Сначала приготовим начинку. 2 вареных яйца нарезаем кубиками. 50 грамм грецких орехов нарезаем ножом на более мелкие кусочки. 100 грамм чернослива моем и заливаем кипятком. Даем настояться 10 минут. Подготовленный чернослив нарезаем небольшими кусочками. Полкилограмма свежих шампиньонов нарезаем тонкими пластинками. 1 луковицу нарезаем четверть кольцами. На раскаленную сковороду наливаем немного растительного масла и кладем нарезанные грибы. Жарим на большом огне до испарения всей жидкости. Вся жидкость испарилась. В сковороду наливаем немного растительного масла и кладем нарезанный лук. Когда лук подзолотится, все солим. И перчим по вкусу. Перемешиваем и снимаем с огня. В миску кладем жареные грибы, нарезанные яйца, чернослив и грецкие орехи. Начинку немного солим. Все перемешиваем. Подготовим мясо. Примерно 800 грамм свиной корейки нарезаем на пластинки толщиной около 1 см или немного тоньше.
Каждый кусок мяса отбиваем молотком с двух сторон. Подготовленное мясо солим и перчим по вкусу. Все приправы равномерно распределяем по мясу. Каждую отбивную кладем на доску и на нее выкладываем примерно столовую ложку приготовленной начинки. Все сворачиваем в мешочек. Кончики мяса закрепляем шпажками. Так готовим все отбивные. Из этого количества продуктов у меня получилось 13 мясных мешочков с начинкой. Форму для запекания смазываем растительным маслом. В форму кладем все приготовленные мясные мешочки. Ставим в духовку, разогретую до 180 градусов. Запекаем приблизительно 35 минут. Пока запекается мясо с начинкой, на крупной терке трем 50 грамм сыра. Мясные мешочки приготовились, достаем их из духовки. С горячих мешочков вынимаем шпажки. Сверху каждый мешочек посыпаем тертым сыром. Опять все ставим в духовку примерно на 3-5 минут, чтобы расплавился сыр. Мясная закуска с секретом получилась очень вкусная и сытная. Такая необычная подача приятно удивит всех ваших гостей. Если вам понравился вариант такого новогоднего меню, то обязательно ставьте лайк и пишите комментарии. Подписывайтесь на мой канал, чтобы не пропустить новые видео. С вами была Оксана Пашко. Готовьте вкусно, готовьте с удовольствием.